Здравствуйте, я Роб Райнер, и я хочу поговорить с вами о курении. Особенно с вами, молодые женщины, которые беременны, или даже те, которые только планируют ребенка. Сейчас почти все знают, что курить это плохо. Вы постоянно слышите, что курение вызывает рак легких, заболевания сердца и буквально может вас убить. И женщины особенно рискуют. Но, пожалуйста, не выключайте, мы не собираемся читать вам лекции. То, что мы хотим сделать, это показать вам кое-что, что сможет вас удивить. Информация о курении во время беременности и после. И также мы дадим вам то, что поможет бросить курить и воздержаться от сигарет, и дать своему ребенку отличный старт. Мы не собираемся запугивать вас или обвинять, потому что мы понимаем вас. Некоторые из тех людей, которые работали над этой программой, в прошлом тоже были курильщиками. И мы знаем, что бросить курить – это не только вопрос силы воли. Для этого нужна правильная информация и поддержка. Женщины долгое время имели неправильную информацию в форме манипуляционной рекламы табачных компаний. Сигаретные компании целились в женщин в течение нескольких поколений, создавая идею, что курящие круче, худее, сексуальнее. И реклама показывала прекрасных, уверенных в себе женщин. Но они охотились за драгоценными, впечатлительными девушками. Я начала курить, когда мне было 12 с группой детей. Я начала курить в средней школе. Я начала курить, когда мне было 14, потому что мои друзья уговорили меня. Я думаю, попытка быть крутой, такой, как они. Это все часть мечты, что курение делает тебя популярным. Все остальные делают это, мои друзья. Это было круто делать в то время. Мне было 13, когда я начала курить. Это то, что делали другие. Я хотела вписаться в этот коллектив. Просто, может быть, вы были одной из красивых девушек. Когда мы были маленькими девочками и оставались на ночевку, у нас были конфеты, сигареты. И мы представляли, что мы в кино. Представляли, что мы курим и чувствовали себя классно. Но вы знаете, все знаменитые люди делали это. И они были крутыми и богатыми. Да, крутыми и богатыми, и имели все эти вещи, которые мы хотели. Фантазия сильная штука. Это как играть в дом и иметь свое вино и все такое. Компот в бокале для вина и конфеты в виде сигареты. Посмотрите на нас. Сейчас это реальность. Вместе в толпе курильщики становятся изгоями, вынужденными прятать свою привычку. Вместо красоты курение приводит к раннему старению. Мой дедушка со стороны моего отца был курильщиком. Моя бабушка по материнской линии была курильщицей. Оба моих родителя были курильщиками. Это обычный цикл. Привычка курить передается из поколения к поколению. Окей, мы динамит. Дети научаются имитируя. Родители учат не словами, а примером. Но цикл может быть разорван. Мне 9 лет, и я не готова воспользоваться этой возможностью. Я даже не думаю, что хочу курить, даже когда буду взрослой. Саманта убедила свою маму бросить курить. Я рада, что она больше не курит, потому что она узнала, что это может убить многих людей и может нанести вред твоему ребенку, если ты беременна. Сейчас она работает над бабушкой. Что укрепляет мое решение в этот раз, это то, что моя внучка не хочет, чтобы я целовала ее на ночь, желая спокойной ночи. Когда она пытается поцеловать меня, пожелав спокойной ночи, я не позволяю ей этого делать, потому что у нее неприятное дыхание из-за курения. У каждой семьи есть история. У моей тети была трубка для того, чтобы она могла говорить. И когда я была маленькой девочкой, меня это пугало. Знаете, когда разговаривала с ней. Только у некоторых людей счастливый конец. Моя бабушка умерла от эмфиземы. Это застряло в моей голове, но так трудно бросить. Да, это трудно. Более чем 1 из 5 женщин все еще курят. И более чем 1 из 10 делают это во время беременности. Это много. Огромное количество женщин во время беременности продолжают курить. Приблизительно 500 000 женщин во время беременности каждый год продолжают курить. Но почему так трудно бросить? Никотин – это сильный наркотик. Из всех зависимостей, зависимость от курения сигареты труднее всего победить. Гораздо труднее, чем победить кокаиновую или героиновую или метамфетаминовую зависимость. Это связано с химическими процессами, происходящими в мозге. Человеческий мозг состоит из центров, которые контролируют речь, зрение и мыслительные процессы. Есть физическое место, где наркотик стимулирует наслаждение.
Место, на которое действует никотин в мозгу, это место, где люди получают чувство удовлетворения, чувство комфорта, чувство тепла, возможно, немного безопасности. Поэтому неудивительно, что когда вы беременны, это может быть временем, полным стресса и беспокойства. Это особенно трудно сделать. Но это очень важно, чтобы вы сделали. Большинство из вас видели картинки подобного рода. Легкие, загрязненные из-за курения. Что неизвестно всем, что в дополнение к риску заболевания раком легких, курение крадет кислород, который необходим телу, чтобы нормально функционировать. Представьте, как это действует на зародыш, когда вы беременны. На самом деле вам не нужно представлять. У нас есть научные изображения, которые показывают в точности то, что мы имели в виду. Это настоящий зародыш человека в первые несколько месяцев беременности. Зародыш получает все питание, необходимое для роста от мамы, через пуповину, которую вы можете видеть здесь на изображении. Пуповина работает как большой кровеносный сосуд. Если беременная мама курит, этот кровеносный сосуд сужается. Если сосуд сужается, это означает, что сокращается кровеносный поток и питание и поступление кислорода к развивающемуся зародышу. Это означает, что зародыш не растет. Я видел изображение моего нерожденного ребенка внутри меня, задыхающегося и кашляющего из-за сигарет. Когда вы беременны, вероятно, у вас будет ультразвуковое обследование, которое показывает, как растет ваш ребенок внутри вас. Итак, Ким, с вашим ребенком все в порядке во время УЗИ. Мы видим, фактически это диафрагма ребенка с бьющимся сердцем, и это показывает, что ребенок действительно дышит. Ким пытается бросить курить. Чтобы больше ее мотивировать, она хотела увидеть демонстрацию того, что на самом деле происходит с ее ребенком во время курения. Мы наверняка знаем, что когда ты куришь, то сокращается поступление кислорода, и ребенок действительно чувствует эти изменения. И фактически мы можем видеть все эти изменения. Пока сердце бьется, очевидно, и ребенок живой. Диафрагма застыла, она больше не двигается. То есть движение дыхания остановилось. И это эффект курения. Таким образом, легкие ребенка страдают. И, вероятнее всего, другие органы пострадают тоже. Такой орган, как мозг вашего ребенка, когда вы курите, окружение, в котором живет ваш ребенок, становится ядовитым. Видите ли, ребенок плавает в амниотической жидкости, наполненной никотином. Кровь, проходя через плаценту, закачивает никотин, уровень которого даже выше, чем при циркуляции в организме мамы. Ребенок действительно потребляет, поглощает и плавает в никотине во время всей беременности. И потому длительные последствия могут быть из-за того, что вы продолжаете курить до конца беременности. И у ребенка развивается мозг от размера грецкого ореха до размера мускусной дыни. То есть он становится мозгом курильщика. Итак, если вы курите во время беременности, вы уменьшаете поступление кислорода к развивающемуся плоду, и это может привести к развитию многих проблем. Было обнаружено, что курение во время беременности увеличивает риск выкидыша или мертворожденного ребенка. Это включает в себя так называемый эффект опосредованного курильщика, когда беременная женщина находится рядом с курильщиком. Если ваш партнер курит или окружающие вас курят в вашем присутствии, они также подвергают риску вашего ребенка. В большинстве случаев этот эффект незаметен, пока ребенок не родился, и тогда многие родители сталкиваются лицом к лицу с последствиями. Мне было 19 лет, когда я узнала, что беременна. И я была очень сильно напугана. И помню, что первое, что я сделала, это взяла и закурила сигарету. И только во время моего первого УЗИ до меня дошло, что внутри меня растет живое человеческое существо. Дженна знала, что это нехорошо для ребенка, но этого было недостаточно для того, чтобы она бросила курить. Вернувшись домой назад, я, к сожалению, в действительности не бросила курить. Я курила, когда расстраивалась, я курила, когда гневалась, я курила, когда уставала, я курила, когда просыпалась, курила, когда мне было скучно. Это было трудно. Когда ее беременность развивалась, Дженна стала больше беспокоиться о своем ребенке. 9 месяцев, когда я знала, что уже время рожать, я все еще находилась в отрицании, что рожу. Я нервничала. Ребенок Дженны родился маленьким. Когда я слышу плач, я вспоминаю, что я курила во время беременности и чувствую себя виноватой. И у Дженны есть причины. Куря во время беременности, она увеличила шансы на то, что ребенок будет легко подхватывать инфекции, респираторные заболевания, заболевания ушей, грипп. Ребенку Дженны еще повезло. Могло быть гораздо хуже.
Когда вы курите, вы увеличиваете шанс того, что ребенок родится слишком маленьким. Рождение маленьким– это нехорошо для ребенка, потому что они оказываются в отделении интенсивной терапии, и у них часто возникают проблемы с дыханием. У них есть проблемы с питанием, проблемы с ростом и проблемы с сохранением температуры. Мы не хотим пугать вас, но вам нужно знать правду. Многие дети, которые находятся в отделении интенсивной терапии, так же как этот, имеют множество осложнений. И хотя не все матери этих детей курили, могут пройти месяцы, прежде чем они отправятся домой со своими родителями. Ребенок, который должен находиться в больнице в отделении интенсивной терапии, иногда бывает там 3,5 и более месяцев. Очевидно, что для таких детей финансовые расходы очень большие. Многие из них на искусственной вентиляции легких и нуждаются в одной или двух медсестрах, которые находятся у кровати ребенка постоянно. Что это делает с семьей, что это делает с родителями? Они полностью отделены от этого хрупкого существа. Это трагедия для мамы, это трагедия для ребенка. Один из моих пациентов нарисовал такую картинку, что каждый день, когда она курила, это было все равно, что посадить своего ребенка на рельсы железнодорожного полотна. Это плохая новость. Но есть хорошая новость в том, что если вы бросите курить до или во время беременности, то ваша беременность будет более здоровой. Ваш зародыш будет лучше расти, у вашего ребенка будет меньше шансов преждевременно родиться и быть больше и здоровее. И, наконец, вы сможете забрать своего ребенка домой раньше. И когда вы вернетесь домой, воздерживайтесь от сигарет и говорите тем, кто вокруг ребенка, чтобы они бросили курить тоже. Все постоянно курят, в доме, в машине. Когда я была в 4 классе, моя учительница спросила у моей мамы на родительском собрании, курю ли я, потому что от меня пахло так, как будто я курила. Быть пассивным курильщиком очень опасно для вашего ребенка. Когда ребенка приносят домой, где есть курильщики, очевидно, что ребенок будет подвергаться опасности хронических заболеваний, связанных с легкими, такими как астма, аллергия, респираторные заболевания верхних дыхательных путей, инфекции. И нас очень беспокоит синдром внезапной смерти новорожденного, когда ребенок внезапно умирает. Этот риск возрастает, если в доме курят. Количество дыма, выделяющегося во время курения, поражает. Посмотрите эту лабораторную демонстрацию. Дым, выделяемый из кончика сигареты, более опасен, чем тот, что вдыхает курильщик, потому что он полностью нефильтрованный. И любой, находящийся в комнате, пропускает этот дым через легкие, как будто он фильтр. Перед началом фильтр был белым. После того, как через него прошел дым от одной сигареты, фильтр поменял цвет. Это коричневый цвет. То есть весь дым и смолы и никотин остаются в легких, если вы находитесь в комнате с курильщиком. Если мама курит, она влияет на ребенка сразу с самого первого дня. Если отец курит в том же доме, это тоже влияет на ребенка. Отцам надо быть аккуратными дома и даже в машине. Детское сиденье для машины может впитывать огромное количество дыма. Привет, малыш. И когда я сажусь в машину и думаю о том, чтобы закурить с моей дочерью в машине, я понимаю, что риск увеличивается в 2 раза из-за маленького пространства. Я имею в виду всего, что я слышал в новостях, и всего того, что я читал в литературе, пассивное курение так же вредно, как и непосредственное. Поэтому зачем подвергать опасности жизнь моей маленькой дочери, если я хочу покурить? Когда ребенок подрастает, то тоже есть последствия. Воздействие курения на ребенка снижает шансы ребенка хорошо учиться и успевать в школе. У детей, рожденных с маленьким весом, оценки за тесты ниже, больше проблем с поведением, и они имеют больше шансов бросить школу. Поэтому бросить курить до беременности или во время ее позволит вам чувствовать, что вы делаете добро для своего ребенка. А воздержание от сигареты в дальнейшем позволит вашему ребенку быть здоровее и успешнее в школе. Сейчас большой вопрос. Как мне бросить курить? Мы знаем, что это наиболее сложная вещь в мире. Это трудно проходить через утреннюю тошноту и другие изменения, когда ты впервые беременна. Плюс еще бросить курить. Это так трудно. Если я не встала утром и не выкурила сигарету, меня трясло. Первый раз, когда я бросила курить, я продержалась 48 часов. Большинство женщин думают, подумаешь, забеременею и брошу.
И что происходит, когда они сталкиваются с большим сюрпризом? Они думали, что могут бросить, но когда они пытаются бросить, особенно во время беременности, что является временем стресса, то это очень трудно сделать. Если вы решили, что хотите бросить курить, и вам трудно, то вам нужно обратиться за профессиональной помощью. И не тяните время. Немедленно делайте это. Первый раз я была без сигарет 2 часа подряд. И затем первый шаг в том, чтобы бросить курить, может быть таким простым, как встретиться с семейным доктором или другим врачом. Итак, у нас есть 3 инструмента, которые мы используем для этого. Первый — медикаментозный, но так как вы беременны, использовать такой метод будет немного сложно. И поэтому я хочу, чтобы вы сделали это в сотрудничестве с вашим доктором. Есть также важный психологический фактор в курении. Ты можешь себе представить день, когда вы выходите гулять, и ты не являешься частью курящей группы? Можешь себе это представить? Другие инструменты, которые доступны нам, включают личное консультирование. Есть ли у тебя система? Ты работаешь над препятствиями, которые есть в твоей жизни, мешающие тебе бросить курить? Да, прошлый раз, когда я не курила неделю, я набрала почти 5 килограммов. Я ела. Фактически, наиболее сильное препятствие, чтобы бросить курить, это недостаток понимания того, через что им придется пройти. Это нереалистические ожидания, что они отложат сигареты и больше к ней не притронутся. И нереалистические ожидания того, что, вероятно, будет происходить с ними касательно их веса. Когда я бросила курить, первые 2 недели я ходила с ложкой во рту. Поэтому я думаю, это самое трудное время в жизни. Группа поддержки особенно эффективна, когда вы бросаете. Вам надо говорить с другими, которые проходят через это же, и научиться тому, что вы не одна. Делать это в одиночестве, только вы и ваша зависимость, это не даст вам социальной поддержки и связи с теми, кто вам нужен, кто фактически становится вашим другом, кто помогает вам пройти